Здравствуйте, дорогие зрители! Наконец-то и я добралась до знаменитого дубайского тренда. Пришлось немного поэкспериментировать, чтобы подобрать идеально подходящий ингредиент для дубайского торта, чтобы он максимально был похож на оригинал и в то же время имел свою изюминку. В этом рецепте есть 3 шоколадных вкуса. Трюфельные коржи со вкусом черного горького шоколада, невероятно вкусный крем со вкусом молочного шоколада, хрустящая дубайская начинка и покрытие для данного торта зеркальная глазурь со вкусом темного шоколада. Приглашаю прямо сейчас посмотреть этот видеоурок с рецептом. Сначала приготовим трюфельные коржи. Для этого нам нужно разделить яйца на желтки и белки. Желтки мы будем использовать для крема, а на белках будем готовить трюфельные коржи. Яйца должны быть обязательно комнатной температуры. Но перед этим нам нужно подготовить 2 формы для данного торта. Хорошо застелить пергаментом. Для того, чтобы пергамент хорошо держался на боку формы, используем подсолнечное масло. Подготавливаем формы и включаем духовку. Растопим горький шоколад на паровой бане или в микроволновой печи короткими импульсами. И теперь нам нужно его немножко остудить. Для этого переливаем его в другую емкость, немного побольше, так как мы здесь же будем замешивать тесто для трюфельных коржей. Оставляем шоколад немножко остудиться, а за это время взбиваем белки. Еще раз напоминаю, что белки должны быть комнатной температуры. Взбиваем белки в такую очень пышную пену. Теперь к шоколаду добавляем небольшое количество взбитых белков и аккуратно лопаткой смешиваем. Вводим взбитые белки в теплый шоколад. Температура шоколада должна быть в районе 30-32 градусов. У нас должна получиться вот такая шоколадная воздушная масса. После этого делим на 2 части и выливаем в формы. Разровняем немного лопаткой и ставим выпекаться. 10-12 минут. Это уже смотрите по своей духовке. Готовые трюфельные коржи сначала мы оставляем остудиться в помещении, а когда они остынут, переставляем в холодильник. И в холодильнике коржи должны простоять минимум 4 часа. За это время мы приготовим очень вкусный шоколадный крем. Соединяем сахар и алкализированный какао. Хорошо смешаем. В сгущенное молоко добавим немножко ванилина и желтки. Также хорошо все смешаем. К этому добавляем сахар и какао и также все хорошо смешиваем. Ставим на паровую баню. Будем готовить шоколадную заварную основу для крема. По времени это приблизительно занимает 10-12 минут. Весь процесс заключается в том, чтобы уварить шоколадную массу до легкого загустения. Поначалу масса будет однородной и жидкой. По истечению нескольких минут станут появляться вот такие небольшие комки. Это будет говорить о том, что масса начинает увариваться. И еще через некоторое время она станет более густой. Поварим еще несколько минут. Вот до такого состояния и снимаем с огня. Оставляем остудиться до комнатной температуры. После этого взбиваем масло до пышного состояния. И начинаем добавлять заварную основу. Пробиваем несколько минут миксером и добавляем следующую порцию шоколадной массы.
В конце пробиваем крем несколько минут. У нас получится вот такой шоколадный, очень вкусный, слегка воздушный крем. Ну а сейчас приготовим тесто катаифи. Тесто катаифи готовится очень просто. Соединяем муку, крахмал и щепотку соли. Все хорошенько смешиваем. И теперь порциями добавляем сюда воду. Замешиваем жидкое эластичное тесто. Здесь самое главное, чтобы тесто получилось без комков. Если у вас есть возможность, то лучше купить, потому что домашнее тесто все равно получается не такое, как покупное. Оно намного толще, но на вкус торта это никак не влияет. Сюда же добавляем подсолнечное масло и также хорошо смешиваем. Переливаем в кондитерский мешок и делаем очень-очень маленький надрез, как можно тоньше. На разогретую сковородку выливаем тесто тоненькой струйкой, вот такими кругообразными движениями. После этого ждем приблизительно полминутки, чтобы тесто как бы схватилось, и убираем со сковородки. Этот процесс достаточно долгий и нудный, поэтому еще раз говорю, если есть возможность, то лучше купить готовое тесто. Таким образом выпекаем всю порцию. После этого готовое тесто катаифи разрезаем на несколько частей и раскладываем на противень. По желанию можно взять небольшое количество сливочного масла и смазать этим маслом тесто катаифи. Противень отправляем в духовку, чтобы оно запеклось до золотистого цвета. Оставляем остудиться. Перекладываем в чашу и еще немножко измельчаем. К этому добавляем фисташковую пасту. У меня не покупная, я ее готовила сама. Так получается намного дешевле. И еще раз хорошо перемешиваем. В итоге у нас должна получиться вот такая дубайская масса. Достаем трюфельные коржи из форм. Они простояли в холодильнике 5 часов. Посмотрите, как они выглядят. Это не бисквит, здесь муки нет. И на вкус они просто божественные. Я не знаю, как это описать, но это нужно попробовать. Все, теперь можем спокойно собирать наш тортик. Выкладываем его аккуратненько на подложку. Сверху кладем часть шоколадного крема. Сверху мы кладем дубайскую начинку, распределяем равномерно, чтобы она легла одинаковой толщиной. Еще одну порцию крема сверху кладем, хорошо выравниваем. И сверху второй трюфельный корж. Тем же кремом выравниваем торт. Хочу сказать, что крем нам нужно рассчитать так, чтобы нам хватило на весь торт. На 2 слоя крема вовнутрь, и также этим кремом мы будем выравнивать торт. После выравнивания убираем торт в морозильную камеру на 2 часа. После этого нам нужно сгладить немного острые края. Вот здесь вверх теплой ладонью просто проходимся и убираем вот этот острый уголок. Так как мы будем заливать зеркальной глазурью, чтобы не было просветов, теперь срезаем его с подноса и переставляем на наше сооружение для заливки зеркальной глазурью. Рецепт зеркальной глазури я напишу в описании под видео, ту, которую я использовала. Очень интересный рецепт. Она не имеет в составе шоколада, она делается на какао, но вкусный и простой рецепт. Заливаем зеркальной глазурью. Для этого торта достаточно 300 мл зеркальной глазури. Можете использовать любой свой рецепт. После того, как глазурь перестанет капать, убираем остатки. И ставим в холодильник на несколько часов для стабилизации зеркальной глазури. После этого переставляем на поднос и украшаем. Для декора я использовала тесто катаифи, сделала более толстое и крупное. Вот такие веточки у нас получилось. Тесто катаифи в шоколаде.
Шоколадные листья в молдах сделала. Оставила немного дубайской начинки для посыпки. И шоколадные золотые шарики. Делается очень просто. Делаем шоколадные полусферы, ставим в холодильник до затвердения. После этого в одну часть закладываем дубайскую начинку, а во вторую часть шоколадный крем. Соединяем, делаем шарик. После этого окрашиваем золотым кондурином, античное золото. Декорируем. Декор у меня, как вы заметили, он может быть новогодний или рождественский. Я как раз этот торт делала на Новый год. К сожалению, не получилось выпустить этот видеоурок раньше. Напоминаю, что вся нужная информация есть также в описании под видео. Также приглашаю всех подписаться на наш канал, чтобы не пропускать новые выпуски.